Всем привет! Я Оля, Свекла Арт. И сегодня я вам предлагаю свой мастер-класс на тему рисования цветочной акварели. Мы сегодня будем рисовать лесные цветы, которые имеют такое волшебное название перелески. Но чаще всего на самом деле употребляется название печеночница. Оно вам тоже понадобится, расскажу для чего. Но все-таки я люблю больше их звать перелесками. Это очень нежные цветы, простые, но прекрасные в своей простоте. Получится у нас вот такая подобная, не абсолютно такая, но подобная работа. Я вам покажу сейчас ту работу, которую выполняла пару лет назад. Посмотрите, тоже эти же перелески, но немножечко в другой композиции, немножечко с другим фоном. Про этот фон я тоже вам расскажу. Для того, чтобы выполнить эту работу, нам понадобятся следующие инструменты. Во-первых, эту работу мы будем рисовать на хлопковой бумаге. Чаще всего я работаю на целлюлозе, но именно эту работу рекомендую все-таки выполнить на хлопке. Если вы будете пользоваться теми приемами, которые я вам показываю в сегодняшнем видео, покажу, то все-таки выбирайте хлопок. Хотя, конечно, работа может прекрасно получиться и на целлюлозе. В данном случае сегодня у меня хлопок от Баухонг, это 100% хлопок средней зернистости. Также нам понадобится акварель. В ходе работы я вам расскажу, какие цвета понадобятся. Кисточки, толстая, широкая кисточка для смачивания листа, для увлажнения каких-то определенных фрагментов листа. Ну и для работы над самими цветочками, кисточки, которыми вы привыкли пользоваться. В ходе работы я опять же буду вам рассказывать и показывать свои кисти. Также нам понадобится фотореференсы. Вот с этим моментом всегда возникают некоторые вопросы, поскольку одного единого фотореференса, вот именно такого расположения, такой цветовой гаммы работы не существует. Когда я рисую, особенно это касается каких-то вот таких композиционных решений в плане расположения цветов, каких-то бутонов, я не использую какую-то одну фотографию. Я выбираю несколько фотографий, помещаю их в удобную папку и, ориентируясь сразу на несколько, я рисую. То есть вот посмотрите, можете загуглить, прямо перелески или печеночница, больше находится по слову печеночница, цветы лесные, это цветочки. Вы можете загуглить и посмотреть вот целую кучу фотореференсов и выбрать удобные для вас и приятные для вас те референсы, которые откликаются в вас. Вот пример моих референсов. Посмотрите, их сразу несколько, они все разные. Для чего я это делаю? С одного референса, посмотрите вот на этот референс, я беру, к примеру, фон. Мне понравилось, как вот эти фиолетовые бутончики выглядят на фиолетовом, на таком желтоватом фоне. С другого фотореференса я возьму форму бутона, с третьего какое-то, может быть, композиционное решение. Поэтому очень интересно работать, совмещая сразу несколько фотореференсов. Выберите для себя свои референсы, либо пользуйтесь моими. Можете заскринить и пользоваться моими. Работы все получатся разные. Даже если мы будем рисовать с одного фотореференса, все равно получится разная акварель. Вот посмотрите на ту акварель, которую я рисовала 2 года назад. То есть это те же самые цветочки, которые рисовала сегодня. Совсем разные работы, но каждая прекрасна по-своему. Итак, давайте начнем. Начинать работу, конечно, надо с эскиза, потому что мы не знаем, как они будут располагаться, цветочков несколько. Поэтому для выполнения эскизов я выбираю простенький альбомчик или бумагу. У меня вот этот такой скетчбук с гладкой бумагой и мягкий карандаш простой. Мягким карандашом очень здорово рисовать эскизы. Можно сразу где-то показывать тоновый расклад, где будет посветлее, где будет потемнее, нажимом карандаша. Ну и также просто это приятно. В то время как на бумаге акварельной мы работаем, конечно же, твердым карандашом, чтобы не оставалось никаких лишних таких жирных линий. Ищем композицию. Сейчас я ищу композицию, примерно располагая простыми формами. То есть можно даже не вырисовывать сейчас цветочки. Простыми формами я показываю соцветия, я показываю бутоны не раскрывшиеся, я показываю стебельки и смотрю, как будет располагаться для меня наиболее выгодно
и интересно на листе бумаги. То есть можно даже поменьше выполнять эскиз, начертить такой прямоугольничек, то есть ваш лист, если у меня лист прямоугольный, я чертю прямоугольник и располагаю. Кстати говоря, вот в этой работе по ходу дела я изменила композицию и допустила ошибку. Потом мы про нее тоже поговорим. Вот примерно так у меня будут располагаться цветочки. Мне такой вариант нравится. Сразу же могу какие-то расположения листиков попробовать показать. На чистовик, вот в большом уже формате я не рисую. Мне, честно говоря, лень. Сначала эскиз, потом на бумажке в полном размере карандашный рисунок, а потом его уже переносить на акварельную бумагу. Рука у меня набита, я могу сразу на акварельной бумаге нарисовать карандашный набросок. Но если вы в себе не уверены или там сомневаетесь, так как на акварельной бумаге не рекомендуется много раз рисовать и стирать, ну и вообще не рекомендуется на самом деле стирать пластиком, то можно нарисовать на таком же формате, но бумаги попроще, карандашный рисунок, где можно что-то стирать, перетирать, и уже потом перевести на акварельный лист бумаги. Как я это делала, уже показывала в своих предыдущих видео. Видите, чем хороша работа в альбомчике, то есть в черновичке, так скажем. У меня это вот сейчас вам покажу вот такой черновичок. Это тоже очень удобно, все в одном месте. Вот обычный такой вот альбомчик, видите. Называется арт-формат. Я сразу несколько штук себе таких накупила, они недорогие, у них много листов. 40 листов, и плотность мне бумаги нравится, в отличие от офисной, тут 160 грамм на квадратный метр, поэтому, когда рисуешь, тоже не заморачиваешься, что где-то что-то там прорвется, где-то что-то покорежится. Я в нем даже рисую, даже акварельными пятнами, то есть надо мне какие-то вот акварельные решения найти, цветовые решения, я рисую акварелью, вот эта вот плотность мне позволяет. Ну и гладкость листа мне тоже, в принципе, нравится. Да, это не акварельный лист, но вполне можно на нем работать. Вот такой у меня эскиз получился. Самое время сделать карандашный набросок. Видите, я ориентируюсь на сразу несколько фотореференцев. У меня они открыты передо мной в ноутбуке. И можно этот карандашный рисунок выполнить сейчас уже на акварельной бумаге. Посмотрите, я взяла другой карандаш. Это простой карандаш, твердый, именно Т. Он дает тонкую полупрозрачную линию. Также я к бумаге, на бумагу сильно не надавливаю, на карандаш не нажимаю. Линии должны быть еле-еле заметными, потому что все-таки, во-первых, и лист можно травмировать, а во-вторых, нам зачем лишние линии, которые будут просвечивать через акварель. Поэтому мы немножечко, легонечко надавливаем. Но также можно простыми формами. Раз вот я сейчас работаю сразу на акварельной бумаге, простыми формами, такими треугольниками, квадратами, такой обрубовкой показываю, где у меня будут бутоны. Потом слегка прорисую уже лепестки цветочков, покажу стебельки и приступлю работу уже акварелью. То есть мой рисунок будет минимальный, только чтобы я понимала, где цветы, потому что я начну сейчас работать над фоном, и мне надо очень хорошо понимать, где у меня лепесточки будут находиться, поэтому каждый лепесток, который будет в фокусе, не размытый где-то там, в фокусе мы должны прорисовать. Ну и теперь давайте подберем цвет. Самое интересное, самое такое нужное. Перед тем, как работать акварелью, мы подберем цвет.